Рассмотрим кнопки в правом верхнем углу экрана. Быстрый набор. Здесь можно позвонить на номер абонента, либо просто позвонить на IP-адрес, что очень удобно, если надо позвонить, например, на видеотерминал. Выбираем SIP, либо H323. Разрешение. Увлекаться здесь не нужно. Оптимально будет 720, ширина канала 1,5 мегабита и 30 FPS. Нажимаем кнопку «Вызвать». Следующая кнопка не только добавляет участников, но и вызывает их. Можно выбрать одного, либо нескольких. Поставить ползунок «Вызвать участника». И когда вы нажмете кнопку «Добавить», эти участники не только добавятся в конференцию, но и вызовутся. В пункте «Нового» можно добавить нового участника. Этот кейс идеален для того, чтобы, например, срочно позвонить на какой-то видеотерминал. Вы выбираете SIP или H323. В случае с лупом, как мы помним, нужно сначала будет прописать транк. Вписываете имя, генерируете пароль и вписываете IP-адрес. Также ползунок участника. Что хорошо в этом кейсе, так это то, что во время этой операции участник добавляется как в абоненты, так и в участники конференции и сразу вызывается по кнопке «Добавить». Ну и третья вкладка здесь. Переместить из конференции. Можно переместить из другой конференции, которая сейчас запущена, одного, либо нескольких участников. Для того, чтобы вызвать нескольких, зажимаете Shift, выбираете первого и того, который вам нужен. Также нажимаете на кнопку «Добавить». Кнопка «Проигрыватель». Можно выбрать из нескольких видеороликов, заранее загруженных на сервер какой-то один. Включить ему автоповтор, тогда он будет проигрываться снова и снова. И добавляете их в конференцию. Таким образом, он появляется вот здесь. Надпись у него будет «Видеоплеер», а внизу то название, которое вы присвоили ему при загрузке. Также надпись «Автолуп» показывает, что он будет проигрываться снова и снова. Следующая кнопка позволяет запустить отдельный видеопоток, например, с внешней камеры наблюдения. Вводим описание. Вводим адрес видеопотока и добавляем его. В таком случае надпись будет Stream Player. И вот здесь описание. Доступно будет только видео, без звука. Также отправить сообщение участникам конференции. Можно отправить сообщение всем участникам, либо выбрать кого-то конкретного из списка. Одному, либо нескольким. Здесь текст сообщения и настройки отображения. Интересная функция. Если вы написали что-то неправильно, и сообщение уже отправлено, вы всегда можете очистить экран. Сервер сообщит вам об этом. Лог конференции, где можно посмотреть, кто и когда подключался к конференции, сколько при этом было свободных лицензий, а также другую служебную информацию. И последняя кнопка – ссылка на подключение. Она позволяет администратору разослать всем участникам ссылки, по которым можно подключиться к конференции. Если конференция закрытая, существует ссылка с уже зашитым пин-кодом. Например, вы копируете ссылку с пин-кодом, вставляете ее и переходите по ней. Таким образом, участник подключается в конференцию без необходимости вводить пин-код. Давайте перейдем в настройки конференции. Пойдем по порядку. Номер конференции, изменить его нельзя. Описание конференции, здесь вводим имя, которое нам нужно. Можно назначить сколько угодно модераторов конференции, одного либо нескольких. Они смогут ей управлять, но не только управлять, и об этом чуть-чуть попозже. Также пин-код, если конференция закрытая, об этом мы уже говорили. Настройки вызова участника. Здесь все информативно. Именно столько времени в секундах будет вызываться участник. Здесь указывается количество попыток вызова и интервал между попытками вызова участника. Настройки подключения по умолчанию для анонимов. Здесь можно ограничить качество видео, битрейт и FPS, которые будут получать анонимы. Если при создании абонентов мы им прописываем настройки, то для участников, которые подключились анонимно, можно выставить индивидуальные настройки. Таким образом, можно гибко управлять этими настройками, не перегружать сервер и при этом дать более важным участникам лучшее качество. Сразу покажу одну очень важную и удобную примочку. Например, если ваш сценарий конференции требует от вас уравнять всех участников, если их много, канал у вас небольшой, можно зайти в участники, выбрать всех и всем отредактировать качество и битрейт, а также FPS.
Забегая немножко вперед, скажу, что настройки анонимов есть еще в настройках системы, до них мы дойдем, однако приоритет имеют все же те, кто настроены именно здесь, в настройках под конкретную конференцию. Возвращаемся в настройки, пройдемся по свойствам конференции, не выключать конференцию, об этом ползунке мы уже говорили. Срок жизни конференции 12 часов, при включенном ползунке через 12 часов она автоматически не выключится. Открытая конференция. Здесь не будет ни пин-кодов и ничего, любой может дозвониться в эту конференцию. Перезванивать самостоятельно отключившимся. У некоторых участников бывает, например, плохое соединение, и они периодически отваливаются. В этом случае сервер сам будет их перенабирать. Естественно, мы говорим только про зарегистрированных абонентов. Ползунок при подключении микрофона выключен, удобная примочка для важных конференций, чтобы какой-то из участников внезапно не ворвался в конференцию с шумом. Подключаются все по умолчанию с выключенным микрофоном, если ползунок включен, и уже модератор вручную включает микрофон каждому участнику. Вызвать участника при входе модератора – еще одна нужная фишка, которая сама вызывает всех участников, как только модератор подключится к конференции. Это именно та настройка, о которой я обещал рассказать чуть выше. Она позволяет буквально в 2 клика участнику, которого назначили модератором, собрать конференцию нажатием кнопки. Например, если руководитель хочет собрать всех участников, он заходит в конференцию, а сервер уже сам при появлении модератора вызывает всех участников. Отключить участников при выходе модератора. Настройка связана как раз с предыдущим кейсом. Модератор, либо же руководитель закончил совещание, вышел из конференции, всех участников сервер также разъединил. Показывать скриншоты после подключения участников. Если у вас большая конференция на несколько сот человек, то скриншоты лучше скрывать, поскольку это довольно прожорливая история. Включить логирование раскладки. Включают логи, которые будут нужны для того, чтобы предоставить их технической поддержке Winteo, на случай, если что-то не будет работать должным образом. И последний пункт. Разрешить участникам отправлять презентацию. Можно запретить или разрешить презентацию, если вдруг у администратора нет уверенности, что кто-то несанкционированный что-нибудь пришлет в важную конференцию. Можно запретить всем участникам отправлять презентацию, но есть очень удобная фишка. Если вы запрещаете участникам отправлять презентацию, никто не может этого делать. Заходим в управление, в свойства участников, параметры. И вот здесь ползунок «Разрешить отправлять презентацию». Таким образом, только этот участник конференции сможет отправить презентацию. И, как всегда, нажимаем кнопку «Сохранить». Пройдемся по свойствам раскладок. Персональная раскладка лектора. Специальный режим, который для лектора строит отдельную раскладку. Например, в случае, когда сценарий конференции предполагает диалог, то лектор и предыдущий лектор будут находиться условно на первой и на второй панелях. При активном диалоге лектор и предыдущий лектор все время будут меняться местами, что не всегда бывает удобно для участников диалога. При включенном ползунке персональная раскладка лектора, для лектора будет строиться индивидуальная раскладка, в которой позиции лектора и предыдущего лектора останутся на том же самом месте, не перепрыгивая на другую панель и тем самым не отвлекая от разговора. В то время как для прочих участников лектор и предыдущий лектор все будут также меняться местами. Следующий пункт – автоматически назначенные панели. Если мы, к примеру, назначаем на определенную панель определенного участника и ползунок автоматически назначенные панели выключен, как в данном случае, то эта панель всегда будет закреплена за этим участником. И в случае, если участника нет в конференции, на панели будет стоять заглушка. А в случае, если ползунок автоматически назначенные панели включен, то пока участника, за которым изначально была закреплена панель, нет в конференции, то его место займет кто-то другой из списка участников. Но как только изначально закрепленный участник появится в конференции, то он займет место согласно своему назначению, а тот, кто был на его месте, сместится на любую незанятую панель. Дублирование панелей. При определенных сценариях участник может быть в 2 местах раскладки одновременно, и как лектор, и как участник. Если вас это устраивает как администратора, то можете поставить этот ползунок. Не отображать собственное видео. Здесь, в принципе, все сказано. Для каждого участника создается отдельная мозаика, в которой он не будет видеть свое видео. Стоит сказать,
что если у вас слабое железо, эту настройку лучше не трогать, поскольку из-за построения индивидуальных мозаик она поглощает достаточно много ресурсов системы. Отображать участников без видео, если от какого-либо участника нет видео, либо слабый канал и видео просто не пролезает, либо нет кодеков, либо у него включен только звук, тогда при включенном ползунке участник все равно будет отображаться в раскладке, а вместо видео будет стоять знак перечеркнутой камеры. Приоритет режима лектора. В этом режиме все раскладки, которые могут быть назначены определенным участникам, могут отменяться, и все участники будут видеть только одного лектора на экране, в то время как лектор будет видеть всех согласно своей раскладке. Не занимать позицию лектор назначенным панелям. Если лектор вручную назначен на первую панель, то он будет срабатывать на любого, кто будет определен по голосу. Если вы назначите на какую-то определенную панель определенного участника и включите этот ползунок, то этот участник не переместится на первую панель, даже если он станет лектором. Включить титры. Если ползунок включен, то на экране будет выезжать планка с титрами. По регламенту она выезжает, 10 секунд находится на экране и уезжает обратно. При смене лектора существует определенный тайм-аут для того, чтобы при быстрой смене лектора, например, при оживленном диалоге, планка все время не выезжала и не отвлекала участников конференции. Включить автоматические сообщения, которые появляются на экране всякий раз, когда кто-то подключается, отключается от конференции, включается-отключается запись, веб-трансляция или источник презентации. Презентация без мозаики для участников, которые по какой-то причине не поддерживают второй поток, а также для трансляции и для записи. При выключенном ползунке в режиме демонстрации контента будет приходить поток, в котором будут сразу видны и основная мозаика, и контент. Если ползунок включен, то приходить будет только контент без основной мозаики. Отображать участников в формате 16:9, если в конференции несколько участников появились в формате 4:3, например, если у кого-то устаревшее устройство, тогда как большинство участников приходят в формате 16:9, то этот ползунок растягивает 4:3 до 16:9. Рамки участников. В случае, если ползунок включен между участниками, то будет небольшая, буквально в несколько пикселей, рамка черного цвета. Если же ползунок выключен, то сервер будет максимально стыковать участников одного к другому и никаких рамок не будет. Будет только желтая рамка для того, кто сейчас находится в позиции лектора. Индикация записи конференции. По контуру конференции будет жирная красная рамка. Это и будет сигналом того, что конференция записывается. Специально выезжающая плашка «Конфиденциально», которая сигнализирует о том, что информация в конференции не подлежит разглашению. Соотношение сторон раскладки 4:3. Этот ползунок имеет смысл включить, если у вас в конференцию приходят участники в формате видео 4:3. Тогда система при включенном ползунке подстроит соотношение сторон раскладки также в формат 4:3. Отображать watermark. Последнее свойство раскладки. Ниже можно выбрать опции watermark. Например, выбрать положение, стандартное или внизу экрана. Время отображения watermark. Отображать фон, да или нет. Здесь можно выбрать цвет этого фона, прозрачность, тип фона обрамления либо по всей ширине. Период прокрутки и очень важный пункт – период определения лектора. Здесь по умолчанию стоит 3000 миллисекунд. Именно столько времени человек должен говорить, чтобы система распознала его как лектора.